Всем привет! Давно не рассказывала, не показывала, как дела в нашем вороновнике. Это однокрыл. Он меня боится, разумеется, но видит, что дамы кушают. И борется, просто борется со страхом. Спускайся давай. У нас пополнение. Черная ворона. Не путать с вороном, это именно ворона. История ее попадания к нам весьма специфична и очень даже распространена. Ее нашли в Томске. Птица в центре города буквально бегала за людьми и выпрашивала еду. Ластилась, просилась на ручки. В общем, вела себя ни разу никак не дикое животное. Так, секунду. Телефон у меня, конечно же, так себе. Ворона похожа на просто большое черное пятно. О, вот получше. Как видите, у нее... Ну, это старая. Гера ко мне пришла. Пришла ко мне Гера. Да, привет. Привет, моя хорошая. Да, Гера соскучилась по маме. Что? Так, слазь меня, иди кушай. Да. В общем, ворона людей абсолютно не боится. Вот этот ужас у нее, а не перо. Это последствия клеточного содержания. Плюс у нее явно были подрезаны махи. И на лапе было некое подобие одной опутины. Если вы не в курсе, то на птиц амуницию вешают сугубо на 2 лапы. Ни в коем случае, будь то, я не знаю, там это даже голубь или попугай, ни в коем случае на птицу нельзя вешать амуницию за 1 лапу, только за 2. Вот, ну и плюс это было даже не амуниция, а, грубо говоря, это была то ли веревочка какая-то кожаная, либо что-то еще в этом роде. Да, прячем, отлично, да, супер. Вот тут угол, они вот там все любят еду на всякий случай прятать. Он сам разрыт, и потом они роют. Да? Ну зачем ты у Геры отбираешь? Что, тебе мало валяется? Красотка. Вот. Сейчас она уже более такая самостоятельная, но все равно при виде меня, при виде миски, разумеется, она встает в птенячью позу, то есть выгинается, начинает трясти крыльями и обрубками хвоста, показывая, что покорми меня, человек, я люблю тебя, человек. Что, пойдешь ко мне? Нет, не пойдешь? Да. Ты самодостаточная птица. Вот. У Геры клюв уже становится намного лучше. Как видите, она прекрасно им орудует. Ну, что это? Ну, кто попрошает? Ну, не будет она тебя... ворует, вы посмотрите. Она... Нет, своровала, бросила и пошла. Куда ты пошла? А куда ты пошла? Ну, так ты ешь. Вот, умница. Пошла прятать, похоже. Да? Гера, ты к маме пришла. Моя ты девочка. Угу, куда? Куда еще запрятать? Туда запрячем. Ага. Я все вижу. Хватит разбазаривать еду. Вот так и живем. Я очень сильно надеюсь, что птица у нас за летний сезон одичает с молодняком. В принципе, она молодая. Она сигалеток. Это видно и по перу, и по окрасу зева. Так что еще не все потеряно. Так-то она внутри целая. Были небольшие проблемы с обменом веществ. Ну, как у всех квартирников, в общем. Но все это дело мы пролечили. Важная какая расхаживает. Да? Ну, привет. Ну, привет. Да. Когда ты пугаться будешь? Гера ревнует. Ай, ай, и это укусила. Вы 2 ревновашки. 2 ревновашки. Ну, блин. К
Кстати, у вороны имени нету. Ну, жесть, это вообще тяпнула. Хорошо тяпнула. У вороны имени нету. Можете предлагать в комментарии свои варианты, но имеем в виду, что птица, вероятнее всего, выпустится. Гера, ты что там делаешь? Ну иди ко мне. Иди. Идем? Иди, моя умница. Да? Ну, нет, давай мы не будем сидеть на плече. Слазь, мамы. Иди. Умница. Так, ладно. Пойду я дальше, пойду к полярным совам. А то однокрыл останется голодным. Не спустится, пока я не уйду. Нет, спустишься? Ну, спускайся. Он высматривает, куда девки прячут еду. Одна там, вторая там. Итак, я у полярных сов. С момента последнего видео прошло уже чуть больше недели, и, как вы видите, количество сов явно увеличилось. Кто не помнит, у нас это Ямал. Да, в темноте, конечно же, камера очень плохо берет. Ну, простите. А там у нас сидят тетя и Надым. Надымская или Надымчанка. Мы пока тоже не придумали ей позывной. Ничего в голову не идет. Да, привет. Тетя на заднем фоне. Надымчанка, вот она. Она самая последняя, новопоступившая. Красотки. Да, красотки. Девчонки. Плохо видно, к сожалению. Но если приглядеться, можно заметить, что... Так, сейчас я попробую согнать их всех в одно место. Топайте. Топайте отсюда. Дайте. Тетя, иди. Ну, иди. Во. Вот так намного лучше. Так вот. Если приглядеться, можно увидеть, что у всех полярных сов, независимо от того, что они одного вида, независимо от того, что они, кстати, с одного региона, что Ямал, что Надымчанка, что тетя, они все с Ямало-Ненецкого автономного округа, у них абсолютно у всех разный рисунок пестрин на перьях. Абсолютно. Дело в том, что у полярных сов, как и у многих других птиц, рисунок на пере, как наши отпечатки пальцев, нету абсолютно одинаковых. Ну, а Ямал со временем в целом побелеет. Ну, почти полностью. Не сказать, что он прям как снег будет белый, но снежный-снежный станет. Да. Тетя у нас, к сожалению, не выпускная. Тетя остается у нас. Очень долго мы искали транспорт, чтобы передать ее к нам. Оказать помощь ей на месте не было возможности. И крыло в месте перелома, к сожалению, стало гнить до такой степени, что когда птица к нам приехала и врачи стали оперировать, выяснилось, что кости... Да, пыщ. Вон, видите, часть крыла ампутирована. Оказалось, что кости в том месте уже, грубо говоря, превратились в кашу. Уже шел вопрос не о выпуске, а о спасении жизни непосредственно этой птицы. Но она молодая, она, в принципе, к нам со временем привыкнет. Да, красотка. Ямал так выглядывает, смешно. Вот, Надымчанка. Надымчанка вообще женщина очень загадочная. Взгляд такой. Да. Она попала в город Надым где-то месяц, может, чуть больше назад. Точно так же они очень долго искали транспорт до ближайшего центра реабилитации. Ну, это либо мы, либо, ну, уже, наверное, Москва. Нашли ближе всего, ну, быстрее всего нашли к нам. Жила она непосредственно в одной из ветеринарных клиник. Там они за ней ухаживали под
руководством Сан Саныча, нашего ветеринарного врача. Вы видели, кстати, его в одном из прошлых роликов вместе с Мюсли. Вот, под его руководством они проводили исследования ее анализов, приводили птицу в порядок, ну и на всякий случай все-таки отправили ее к нам. У нас же выяснилось, что птица, ну, не полностью сказать здорова, но цела, прекрасно летает, с прекрасным аппетитом. Да, какая я страшная. Ребята, ну я к вам даже не подхожу. Я просто села поудобнее. Да, такое славное трио соушек. Вот. В общем, сейчас ей осталось подлечить печеночку. И будем отправлять обратно на севера, выпускаться. Вот. Давайте, нет, пыщ-пыщ, да. Я вас очень сильно боюсь, да, конечно. Ну, да ладно. Да ладно, пыщ-пыщ. Кушать будем? А кушать будем? Какая страшная еда, мам дорогая. Все, тетя убежала прятаться. Да. Тетя, ты там будешь кушать? Да? Еще будешь? Видите? Совы по-прежнему игнорируют, просто конкретно игнорируют крыс. Уже каких цветов, только и белого также я им не предлагала. Но они говорят, нет, мать, давай нагнем кроликов. И именно белых кроликов, да, ребята? Белые кролики тру. Белых кроликов мы еще можем принять за зайца-беляка. Да ладно. Ой, пыщ-пыщ. Ой. Но главное, едят они самостоятельно. Наконец-то. И это безумно радует на самом деле. Пыщ. Ладно. Всем пока-пока. До новых встреч на канале. Не забывайте подписываться и рассказывать друзьям. Ваши лайки меня мотивируют на пополнение контента.